Добрый вечер, дорогие зрители. Я Валерий Табаков, юрист. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Здесь я разбираю сложные вопросы права и справедливости. Сегодня я снова посвящаю время одному из самых резонансных и трагических дел современной Украины – убийству Ирины Фарион, известного языковеда, общественного деятеля и экс-депутата Верховной Рады. Это дело не только о преступлении, но и о том, как наше общество взаимодействует с системой правосудия, как следствие общается с общественностью и почему возникают сомнения в прозрачности расследования. На одном из брифингов следствие заявило, что отработало все версии и остановилось на одной. Но что это за версии? Почему их отбросили? И почему отсутствие ответов порождает недоверие? Многие из вас, как и я, задаются вопросами, были ли проверены другие подозреваемые? Есть ли у этих других подозреваемых, алиби? Почему об этом молчат? И сегодня я, как юрист, постараюсь подробно и логично разобрать эти вопросы, предложить решение и объяснить, как можно восстановить доверие общества к процессу. Также я коснусь роли потерпевшей стороны семьи Ирины Фарион и их влияния на дело. Также я добавлю анализ возможных версий, которые, на мой взгляд, требовали тщательной проверки, включая связи Фарион с мэром Львова Андреем Садовым, с ректором Львовской политехники и даже конфликты с бойцами 3-й штурмовой бригады. Я хочу, чтобы вы, друзья, получили полную картину. Если вы здесь впервые, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы. Поставьте лайк, если хотите поддержать обсуждение таких важных тем. Пишите в комментариях свои мысли. Давайте начнем с фактов, чтобы все было понятно, а затем перейдем к анализу и предложениям. Для начала восстановим хронологию событий, чтобы у всех была ясная картина. 19 июля 2024 года во Львове произошло трагическое событие – убийство Ирины Фарион. Она была известна как языковед, профессор Львовской политехники, активный защитник украинского языка и бывший депутат Верховной Рады от партии «Свобода». Около 19 часов 30 минут вблизи ее дома на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина, неизвестный человек выстрелил ей в голову из пистолета без глушителя и скрылся. Гильза осталась на месте преступления, и это представлено следствием. Несмотря на усилия медиков, Ирина Фарион скончалась в больнице вскоре после нападения. Следствие, которое вели Национальная полиция и СБУ, сразу заявило, что убийство было спланировано. Подозреваемый вел разведку с 11 июля, ежедневно появлялся во дворе дома Фарион, сидел на скамейке, носил маскировочную одежду, несмотря на летнюю жару. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его передвижение, а полиция провела огромную работу, опросила более 900 свидетелей, изучила около 9000 видеозаписей и проверила 291 мобильный номер.
25 июля 2024 года в Днепре был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. Житель Днепра, футболист-любитель, подписанный на ультраправые телеграм-каналы. По версии следствия, он действовал один, руководствуясь личной неприязнью к Фарион из-за ее позиции по украинскому языку и культуре. Среди улик заметки в его телеграм, где он называл себя санитаром общества и писал «Я выбрал путь и буду идти до конца». Следствие установило, что Зинченко арендовал 3 квартиры во Львове для конспираций, якобы. Использовал 2 телефона, один для создания алиби. Включал сериалы в квартире, чтобы симулировать присутствие. И даже гуглил график отключения света, полагая, что это отключит камеры видеонаблюдения. Дело квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство с мотивом национальной нетерпимости», а также добавили обвинение в незаконном обращении с оружием. Зинченко был арестован на 60 суток, затем арест продлевался. В декабре 2024 года дело передали в суд, но в 2025 году слушания неоднократно переносились то из-за жалоб Зинченко на здоровье, то из-за отсутствия адвокатов. В марте 2025 года дочь Фарион София Осова подала иск о компенсации в 15 миллионов гривен и потребовала пожизненного заключения для Зинченко. На одном из брифингов, я имею в виду выступление главы МВД Игоря Клименко и прокурора Николая Мерита, следствие заявило, что отработало все версии и остановилась на одной – Зинченко как единственный исполнитель. Но, друзья, именно здесь начинаются вопросы, которые волнуют меня как юриста и, я уверен, многих из вас. Давайте разберем, почему это дело вызывает столько вопросов. Главная проблема, на мой взгляд, это недостаточная прозрачность следствия. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, а именно статьям 221 и 222, следственные органы обязаны представлять обществу информацию о расследовании, если это не вредит делу. И это особенно важно в резонансных делах, таких как убийство Ирины Фарион, где общественный интерес огромен. Но что мы видим? Следствие заявляет, что все версии отработаны, но не объясняет, какие именно версии рассматривались, кто был подозреваемым и почему эти версии, были исключены. Это создает вакуум информации, который заполняется слухами, спекуляциями и генерирует недоверие. Давайте попробуем восстановить, какие версии могли быть на столе у следствия и почему их могли отбросить. Первая версия – общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Она была яркой, но спорной фигурой. Ее позиция по защите украинского языка, критика русского мира и радикальные заявления вызывали конфликты. В начале расследования упоминался российский след, учитывая контекст войны и возможный интерес внешних сил в дестабилизации. Но позже следствие заявило, что доказательств этой версии нет. Какие проверки проводились? Были ли изучены связи Фарион с политическими оппонентами? Проверялись ли финансовые потоки или контакты с радикальными группами, которые могли быть заинтересованы в ее устранении? Публичной информации об этом нет. Без таких данных люди начинают подозревать, что эту версию просто не захотели разрабатывать. Вторая версия – заказное убийство. Убийство было тщательно спланировано. Месяц подготовки, смена жилья
использования оружия, может ли 18-летний парень из Днепра без явных финансовых ресурсов организовать такое самостоятельно? Следствие утверждает, что да, но не предоставляет доказательств, исключающих наличие сообщников или заказчиков. Например, в октябре 2024 года в СМИ упоминались неустановленные лица, которых проверяли, но результаты не озвучены. Были ли проанализированы связи Зинченко с ультраправыми группами, такими как NSWP, которые хвалились в Telegram? Если версия заказного убийства исключена, где данные об отсутствии финансовых следов или контактов? Без этой информации версия кажется недоработанной. Третья версия, на которой остановились – личная неприязнь. Следствие утверждает, что Зинченко действовал из ненависти к Фарион за ее языковую позицию. У них есть улики, заметки в Telegram, разговоры в СИЗО, где он якобы подтверждает мотив. Но насколько эти доказательства надежны? Нет ли давления на подозреваемого? И почему другие лица, у которых могли быть схожие мотивы, не упоминаются? Это подводит нас к ключевому вопросу – алиби других возможных подозреваемых. Но перед этим я хочу добавить, на мой взгляд, важные версии, которые следствие должно было проверить подробнее, основываясь на публичных конфликтах Фарион. На мой взгляд, как юриста, следствие должно было уделить внимание версиям, связанным с конкретными публичными конфликтами Ирины Фарион, которые могли создать мотивы для личной неприязни или даже более организованных действий. Эти версии требовали тщательной проверки, включая анализ алиби и связей, но публичной информации о них нет, что только усиливает недоверие к органам правосудия и следствия. Давайте разберем их подробнее. Сначала версия, связанная с мэром Львова Андреем Садовым. Ирина Фарион неоднократно, публично критиковала Садового за его политику, особенно в вопросах языка и культуры. Например, в 2022 году она резко отреагировала на инцидент с кражей в мэрии Львова, назвав Садового гиеной и заявив, что орлицы не исповедуются перед гиенами. Это было частью ее более широкой критики городской власти за недостаточную защиту украинского языка и национальных ценностей. Фарион видела в Садовом и его окружении угрозу своим идеям, и их разногласия были широко освещены в СМИ. Была ли эта критика причиной для личной неприязни? Следствие должно было проверить окружение мэра, были ли среди его сотрудников или сторонников лица, которые могли воспринять слова Фарион как личное оскорбление. Где алиби ключевых фигур из мэрии на 19 июля 2024 года? Были ли проанализированы их коммуникации или финансовые связи? Без публичного отчета об этом версия остается в тени. И общество имеет право знать, почему она была отброшена. Вторая важная версия – конфликт с ректором Львовской политехники, где Фарион работала профессором кафедры украинского языка. Это был не просто спор, а полноценный судебный процесс, который длился месяцами и вызвал огромный резонанс. В ноябре 2023 года Фарион была уволена по приказу ректора Юрия Бобола после скандала с ее высказываниями о русскоязычных военных. Студенты университета протестовали с плакатами «Фарион прочь», обвиняя ее в дискриминации. Фарион подала иск в суд, обвинив ректора в давлении со стороны Министерства образования и науки, в частности министра Оксена Лисового.
В мае 2024 года Львовский апелляционный суд восстановил ее в должности, признал увольнение незаконным и обязал университет выплатить ей около 124 тысяч гривен за вынужденный прогул плюс судебный сбор. Это был прямой конфликт. Фарион угрожала судом, публично обвиняла руководство в коррупции и предательстве национальных интересов. Ректор Бобола и его окружение могли иметь мотив из-за этой публичной огласки и финансовых потерь для университета. Следствие обязано было проверить, где был ректор и его ключевые сотрудники 19 июля 2024 года. Есть ли у них алиби, подтвержденное геолокацией или свидетелями? Были ли изучены их переписки или связи с другими оппонентами Фарион? Этот судебный спор – классический пример личной и профессиональной неприязни, и игнорирование его в расследовании выглядит подозрительно. Почему следствие не сообщило, была ли эта версия проработана? Третья версия, которую я считаю необходимой для проверки – конфликт с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Фарион была известна своими радикальными взглядами на язык, и в ноябре 2023 года она в интервью Янине Соколовой заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных военных, в частности бойцов Азова и 3-й штурмовой бригады, которые общаются на русском даже в бою. Это вызвало взрыв негодования. Заместитель командира бригады Максим Жорин, экс-командир Азова, публично обвинил Фарион в использовании ФСБшных методичек и оскорблении армии, призвав правоохранителей проверить ее слова. Начальник штаба Азова Богдан Кратевич назвал ее пособницей российской пропаганды. Фарион в ответ написала обращение к Зеленскому, Залужному и Умерову, жалуясь на хамство этих офицеров и обвиняя их в порче чести армии. Конфликт был острым. Военные с 3-й штурмовой, многие из которых ветераны с фронта, восприняли ее слова как личное оскорбление, особенно учитывая их вклад в оборону страны. Это могло создать мотив для радикальных элементов в бригаде или их окружения. Следствие должно было проверить, были ли среди бойцов или офицеров 3-й штурмовой лица с доступом ко Львову, где их алиби на момент убийства. Были ли проанализированы групповые чаты или социальные сети бригады на предмет угроз в адрес Фарион? В контексте войны такие конфликты особенно чувствительны, и отсутствие публичной информации о проверке этой версии только усиливает подозрение в выборочности расследований. Эти версии – Садовой, ректор политехники и 3-я штурмовая, на мой взгляд, требовали глубокого анализа, потому что они основаны на реальных публичных спорах Фарион. Если следствие их отработало, почему не сказать об этом анонимизированно? Это могло бы развеять сомнения. Теперь вернемся к одному из главных вопросов, которые волнуют общество. Это алиби других возможных фигурантов дела. Если следствие отбросило другие версии, логично предположить, что у других подозреваемых есть алиби, исключающие их причастность. Но проблема в том, что мы об этом ничего не знаем. Давайте разберем на примерах, включая те, что связаны с вышеупомянутыми версиями. Возьмем Галину Помылуйко, лингвиста и активистку, которая публично спорила с Ириной Фарион по вопросам языковой политики. Она критиковала Фарион за радикализм, и их споры были известны в определенных кругах. Была ли Галина Помылуйко проверена следствием? Где она находилась 19 июля 2024 года? Есть ли у нее алиби, например, свидетели, данные геолокации или видеозаписи? Если алиби подтверждено, почему следствие не сообщило об этом в анонимизированной форме? Например, они могли бы сказать: лицо, связанное с публичными спорами с жертвой, исключено, так как находилось в другом городе. Это стандартная практика в резонансных делах, чтобы снять вопросы и спекуляции. Но вместо этого тишина.
И это порождает недоверие. Аналогично в контексте версии с ректором политехники. Алиби самого Бобола и его команды должно быть проверено и обнародовано. Аналогичный вопрос возникает с Софией Особой, дочерью Ирины Фарион, которая, как потерпевшая, активно участвует в деле. Она подала иск на 15 миллионов гривен против Зинченко, требует пожизненного заключения, выступает в СМИ, рассказывая об угрозах и своем горе. Это понятно, потеря матери ужасна, но согласно процессуальному кодексу следствие обязано проверять всех, кто мог иметь мотив, включая близких. Была ли София проверена? Где она была в момент убийства? В интервью она упоминала, что планировала поездку с матерью на море, но нет точных данных о ее местонахождении 19 июля. Если у нее есть алиби, а я уверен, что оно может быть, а может и не быть, почему следствие не обнародовало эту информацию анонимизированно? Это могло бы укрепить доверие к процессу и снять любые вопросы. В контексте конфликта с 3-й штурмовой алиби бойцов и офицеров, таких как Жорин, тоже должно быть прозрачным. То же касается других возможных подозреваемых. Следствие упоминало, что проверяло 80 человек со схожей внешностью и 291 мобильный номер. Почему эти люди исключены? Если у них алиби, например, могли ли быть причастны представители ультраправых групп, которым, возможно, был близок Зинченко, или лица с пророссийскими взглядами, учитывая политический контекст. А теперь добавим версии с Садовым. Алиби мэра и его окружения. Без ответов на эти вопросы общество начинает подозревать, что следствие слишком быстро сфокусировалось на одном подозреваемом – Зинченко, и не захотело копать глубже. Это и есть проблема коммуникаций. Отсутствие прозрачности порождает сомнения в объективности. Давайте перейдем к тому, что можно улучшить, и к моей оценке работы следствия, обвинения и потерпевшей стороны. Как юрист я вижу, что следствие проделало огромную работу, опрошены сотни свидетелей, изучены тысячи видеозаписей, проведены экспертизы, но вся эта работа теряет вес, если обществу не дают ответов. Брифинги МВД и СБУ, такие как выступления Игоря Клименко или Николая Мерита, носят формальный характер. Они говорят о проделанной работе, но не раскрывают, почему исключены другие версии, включая те, что я упомянул, с Садовым, ректором политехники и 3-й штурмовой. Например, в августе 2025 года Мерит заявил, что убийство Фарион не связано с другими громкими делами, такими как убийство Порубия. Но почему? Какие данные это подтверждают? Без конкретики это звучит как попытка успокоить, а не объяснить. Моя критика следствия не в том, что они не работают, а в том, что они не общаются. Прозрачность – это не слабость, а сила. Если бы следствие публиковало анонимизированные отчеты, например, версия А исключена по таким-то причинам, лицо Б имеет алиби, подтвержденное видеозаписями, это сняло бы многие вопросы, особенно по версиям с публичными конфликтами Фарион. Вспомните дело Шеремета. Отсутствие открытости привело к недоверию, и мы рискуем повторить ту же ошибку. Я призываю следствие: начните делиться промежуточными результатами, не раскрывая деталей, которые могут повредить делу. Это укрепит доверие общества, особенно в отношении проверок мэрии, университета и военных. Что касается обвинения, то здесь тоже есть вопросы. Прокуратура, представляя дело в суде, опирается на улики против Зинченко, его заметки, разговоры, передвижения. Но почему они игнорируют жалобы Зинченко на здоровье или давление в СИЗО? Если его признания получены под давлением, это подрывает дело. Прокуратура должна быть более открытой в суде, объясняя, почему другие версии не нашли подтверждения. Например, если российский след исключен, дайте хотя бы общую причину. Отсутствие финансовых следов, контактов или улик. Это не секретность, а базовая обязанность перед обществом. Теперь о потерпевшей стороне. Семье Ирины Фарион. В частности, Софии Особе. Я выражаю
глубокое сочувствие ее утрате. Потеря матери в таких обстоятельствах ужасна, но как юрист я должен отметить, что потерпевшая сторона могла бы сыграть более конструктивную роль. София активно выступает в СМИ, требует компенсации и сурового наказания для Зинченко. Это ее право, но почему она не требует от следствия большей прозрачности? Например, она могла бы публично призвать раскрыть, какие версии были отброшены и почему, включая конфликты матери с садовым, ректором или военными. Это помогло бы делу, а не только эмоциям. Кроме того, отсутствие информации о ее собственном алиби, хотя я уверен, что оно таки может быть, порождает ненужные спекуляции. Потерпевшая сторона могла бы стать лидером в борьбе за правду, а не только за наказание одного человека. И, наконец, несколько слов о Берине Фарион как жертве. Она была яркой, принципиальной личностью, но ее радикальные взгляды на язык и культуру вызывали споры, включая те, что я описал садовым, политехникой и штурмовиками. Это не оправдывает убийство, оно ужасно и недопустимо, но контекст ее деятельности мог создать мотивы у разных групп. Следствие должно учитывать этот контекст, а не фокусироваться только на одном подозреваемом. Игнорирование этого аспекта делает расследование однобоким. Давайте поговорим теперь о том, как исправить ситуацию. Я верю, что наше правосудие может быть лучше, и дело Фарион шанс это доказать. Вот мои предложения с учетом новых версий. Первое. Следствие. Публикуйте анонимизированные отчеты о проверенных версиях. Например, скажите, версия заказного убийства исключена, так как не найдено финансовых следов. Особо уделите внимание публичным конфликтам, подтвердите проверку алиби садового, ректора Бобола и офицеров 3-й штурмовой. Это не раскроет тайну следствия, но успокоит общество. Прокуратуре будьте более открыты в суде, объясняйте, почему Зинченко главный подозреваемый и почему другие версии, включая политические споры Фарион, не подтвердились. Если есть сомнения в давлении на Зинченко, проведите независимую проверку условий его содержания. Потерпевшей стороне станьте адвокатами прозрачности. София Особа и семья Фарион могут публично призвать следствие к открытости, чтобы снять спекуляции по всем версиям. Включая семью, продолжайте задавать вопросы, пишите обращения, участвуйте в дискуссиях, требуйте прозрачность. Ваше внимание – это давление на систему, чтобы она работала лучше, особенно в проверке мотивов из реальных споров Фарион. Я верю, что правда в этом деле достижима, но только если все стороны следствие, обвинение, потерпевшие и общество будут работать вместе. Прозрачность – это не роскошь, а необходимость для справедливости. Друзья, мы разобрали подробно все, что касается версий по делу Ирины Фарион. Я постарался изложить все логично, без лишних эмоций, но с акцентом на то, что волнует каждого из нас – справедливость и доверие к правосудию, включая анализ дополнительных версий. Если у вас есть вопросы, мысли или дополнения, пишите в комментариях. Давайте обсуждать. Делитесь этим видео, чтобы больше людей узнали о проблеме и присоединились к разговору. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями по делу. Оно еще далеко от завершения. Следующее заседание 18 сентября. С вами был юрист Валерий Табаков. Спасибо за внимание и до новых встреч.